Всем привет, друзья! Сегодня будем собирать простой двухъярусный тортик с полуоткрытыми коржами. Покажем весь процесс сборки, внутреннюю конструкцию для торта, декорирование, расскажем о временных интервалах в работе и множество других нюансов. Мы приветствуем вас на нашем канале, с вами студия «Кондитерская сестры». Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, а мы начинаем. Данный торт весом 5 кг и диаметрами ярусов 12 и 20 см. Первое, с чего мы начинаем, это подложка. Для ярусного торта она обязательно должна быть плотной. Обычно мы покупаем уже готовые в кондитерских магазинах. Они имеют толщину около 9 мм и вот такую ступеньку, которая является дополнительным креплением для центральной оси. Но для данного тортика все подложки закончились, а новые мы не успели заказать, поэтому пришлось мастерить самостоятельно. Тут склеено 3 подложки из ДВП, каждая из которых имеет толщину 3,2 мм. Склеиваем при помощи обычного двухстороннего скотча вот таким образом. Четко по центру наметили, где нужно сделать отверстие, и просверливаем сверлом равным диаметром центральной оси. Центральную ось покупаем деревянную в кондитерских или строительных магазинах и отрезаем ножом-пилкой нужную нам высоту. Ось должна проходить через весь торт и подложку насквозь, а верхний ярус входит лишь наполовину. Каждый ярус у нас будет около 13 см высотой. Ось подготовили длиной 19 см. Вставляем ее в отверстие. Важно, чтобы ось входила очень туго и до упора. Это обеспечит надежность крепления тортика во время транспортировки. Вообще, для двухъярусных тортов использование оси не является принципиально важным. Можно обойтись и без нее, но так как данный торт будет ехать 50 км, все же это дорога, и чтобы при резком торможении верхний ярус остался на месте, а не съехал на бок, перестраховываемся и используем ось. Обязательно протираем спиртом все поверхности, которые будут соприкасаться с тортом. Начинка будет фисташка-малина, это одна из любимых у наших заказчиков. Очень важно расположить первый бисквит идеально ровно, чтобы тортик находился четко по центру и со всех сторон от краев было одинаковое расстояние. Можно отмерить линейкой одинаковое расстояние от краев до центра бисквита, наметить дырочку и потом насаживать бисквит на ось. Но чтобы ничего не отмерять линейкой, облегчаем себе процесс и используем готовые подложки с отверстием. Располагаем бисквит на подложке. Идеально, конечно, чтобы она была такого же диаметра, как и наш бисквит, но у нас на данный момент оказалась только такая диаметром, и на ней также легко можно расположить бисквит по центру. С помощью уже проделанного отверстия по центру мы легко делаем дырочку в нашем бисквите, и таким образом отверстие получается идеально в центре. Таким образом отмеряем отверстие только для первого бисквита. Обязательно промазываем поверхность подложки небольшим количеством крема, чтобы обеспечить надежное сцепление с бисквитом. И теперь насаживаем его на ось. Собираем ярусные торты в обычной последовательности. Каждый бисквит обязательно пропитываем и наносим слой крема. Стараемся, чтобы крем на слоях был одинаковой толщины, чтобы разрез получился красивым. Тут мы используем крем-чиз на сливках, нанесли небольшой слой, выровняли его, а сверху, чередуя с кремом, наносим малиновое конфи. Для конфи обязательно делаем бортик. Насаживаем второй бисквит, подравниваем его. Важно собрать торт ровным. Если вам тяжело это сделать, можете собирать сразу в разъемном кольце. Пропитываем, а на этом слое используем вкуснейший фисташковый ганаш. Ганаш у нас достаточно плотный, и бортик для него не обязательным, но так как у нас торт с полуоткрытыми коржами, зеленого ганаша не должно быть видно. Размазываем лопаткой торчащий крем, а сверху закрываем следующим бисквитом. Подравниваем его, пропитываем и наносим крем с малиной таким же образом, как на нижнем слое. Насаживаем последний бисквит и также обязательно его пропитываем.
Вот такого кусочка оси будет достаточно, чтобы небольшой верхний ярус надежно зафиксировался на нем. Разравниваем крем и очищаем подложку. Собирать ярусные торты можно различными способами. У нас на канале уже есть множество видео, посвященных данной теме, а ссылки оставим в описании под данным роликом. Главное присутствие опорных палочек, центральной оси, правильной подложки и подложки между ярусами, в которую будут упираться опорные палочки. Тем самым вес верхнего яруса не будет давить своей массой на нижний, а равномерно будет распределяться на опоры. Для опор будем использовать вот такие деревянные палочки. Подставляем одну опору к торту и помечаем место окончания бисквита. Отрезаем палочку вот таким ножиком. Важно, чтобы опоры были все одинаковой высоты. Для такого маленького торта достаточно будет 4 опоры. Вставляем в торт до упора таким образом, чтобы все опоры находились в окружности верхней подложки. Если хоть одна опора будет выходить за пределы окружности подложки, которая будет находиться выше, есть риск заваливания верхнего торта на бок во время транспортировки. Данное правило больше относится к более тяжелым, высоким тортам, но для маленьких тортов также рекомендуется его соблюдать. Опоры должны быть вровень с бисквитом. Они могут быть лишь немного выше, так как сверху будет наноситься еще крем. Сверху нанесем немного крема и разравниваем его лопаткой. Между ярусами должна присутствовать обязательно подложка с отверстием. В эту подложку будут упираться опоры, которые мы уже вставили в торт. Используйте плотные подложки, у нас около 3 мм толщиной. Не забывайте также обрабатывать и данную подложку спиртом или водкой, прежде чем работать с ней. Диаметр подложки для данного торта берем вровень с бисквитом. Наносим небольшое количество крема на подложку, чтобы произошло сцепление с бисквитом. Насаживаем подложку с бисквитом на ось и собираем торт в обычной последовательности. После сборки первого яруса нужно было бы его сразу укрутить в пленку или ацетатную ленту и закрепить разъемным кольцом. Для любого многоярусного торта важным этапом в успехе является стабильная отработанная начинка. Мы подготовили для вас подробные видеорецепты стабильных начинок, которые идеально подходят для ярусных тортов, с памятками и перерасчетами рецептур на множество диаметров. А также у нас на сайте доступен блог «Арифметика кондитера», с помощью которого вы научитесь самостоятельно пересчитывать размер, форму и массу торта. Ссылка будет в описании под видео, а также сейчас видна в правом углу экрана. В данной начинке у нас крем-чиз на сливках, домашняя соленая карамель и ганаш на молочном шоколаде. Так как в декоре данного торта нужно между ярусами уложить ягоды, шаг мы сделали побольше. Нижний ярус идет 20 см, а верхний 12 см. Бортик в месте, где был ганаш, полностью не заполнили кремом. Как видите, между бисквитами есть пустота. И так как ганаш у нас уже стабилизированный и плотный, он никуда не вытекает. И обычно бортик для него мы вообще не используем. Но, как уже говорили, торт будет полупрозрачный, и нам нужно, чтобы между бисквитами был белый крем. Пустота, которая осталась, заполнится потом кремом для выравнивания. Верхний ярус также укручиваем пленкой или ацетатной лентой. Начинка сникерс у нас достаточно плотная, поэтому в кольцо можно ее не ставить. Если у вас более нежная начинка, лучше для надежности закрепить кольцом. Теперь отправляем в холодильник стабилизироваться на ночь. На утро достаем торт из холодильника. К этому времени крем для выравнивания должен быть уже готов. Сейчас мы используем крем-чиз на сливочном масле. Рецепт будет в описании под видео. Снимаем кольцо, пленку и начинаем покрывать небольшим слоем крема из кондитерского мешка. Использовать кондитерский мешок для таких целей очень удобно. Для выравнивания используем шпатель, лопатку и мастихин. Торт должен быть полуоткрытым. Обычно мы используем столько крема только на черновой слой. Если ваши бисквиты сильно крошатся и вам нужно сделать такой торт, тогда нужно мягким кремом покрыть поверхность на данном этапе очень тонким слоем, чтобы собрать все крошки. Поставить в холодильник минут на 20, а затем покрыть вторым слоем. Тогда визуально крошки не так будут видны. Бисквиты в данных начинках сильно не крошатся, поэтому нам достаточно одного слоя крема.
Верхушку идеально выравнивать не нужно, оставляем вот такие бортики и отправляем в холодильник охлаждаться перед декорированием на 30 минут. За это время вымоем и подсушим ягоду. Крепим ягодки к крему. Для надежности можно крепить на растопленную шоколадную глазурь или шоколад. Обязательно использовать сухую ягоду, иначе шоколад будет сползать. Вставляем листики фисташки, веточку, которую обязательно изолируем глазурью. Чтобы сделать сверху объем из ягод, крепим их между собой при помощи растопленной шоколадной глазури. Сверху посыпаем немного сахарной пудрой. На сухих ягодах она не растает. И вот такой симпатичный тортик весом 4 килограмма получился. Теперь обязательно отправляем в холодильник, чтобы перед доставкой торт хорошо охладился минимум час, а лучше дольше, так как ехать ему 50 километров. Доставляем всегда в коробках, в багажнике на горизонтальной поверхности при включенном кондиционере. Благодарим вас, что досмотрели ролик до конца. Надеемся, он поможет вам в сборке вашего ярусного тортика. Не забудьте, пожалуйста, поставить нам лайк и подписаться на наш канал. И до новых встреч в новых роликах.